Всем привет! И сегодня у нас снова на обзоре USB микрофон, а именно Fifine K669B. Коробка микрофона простая, кроме надписи компании больше ничего нет, но стоит отдать должное, она очень компактная. В ней легко хранить и переносить устройство, а вот название модели узнать не получится. Ну а перед распаковкой хочу поделиться с вами одним интересным каналом. Icebox TV. Автор все же нашел себя и выпускает интересные стримы. Канал начал невероятно расти, тут есть разговорные ролики, причем на очень свежие темы. Ну а сам человек раскрывает все свои эмоции на роликах с реакцией. Даже для меня стало шоком, что Icebox даже пишет собственные треки. Действительно необычно. Прибавь звук. Больше! Это Icebox. Эй, я пишу тебе с надеждой, что не умер, что живой, что видишь цели, строишь шейкер без раздумий. Ну как тебе? Запомни, Icebox TV. Вас там точно ждут. Ссылочка в описании. А если ты хочешь видеть свою рекламу в ролике, пиши нам в группу ВКонтакте. Внутри коробки, конечно же, лежит сам микрофон и, что самое главное, и штатив для него. Я очень топлю за такие решения, что ты покупаешь, достаешь и пользуешься сразу. Подключается с помощью USB Type A. Сам штатив сделан очень годно, ножки на весу, конечно же, болтаются, но если его поставить, микрофон держится довольно крепко. Также есть резиновые основания на кончиках, которых, к моему удивлению, реально не скользит. Ножки имеют один размер и не вытягиваются, но зато он легко и компактно складывается. Очень порадовало наличие отдельного гейна на самом микрофоне, проще говоря, регулятора звукогромкости. Сразу скажу и про минус. Провод несъемный, а значит любое повреждение, даже от сгибаний, приведет его в негодность. Вот уже и видно, как провод погнулся у основания. Понятное дело, если он у вас всегда стоит и вы его не трогаете, то обращать на это внимание нет никакого смысла. Чтобы снять штатив или трехногу, нужно открутить гайку и высунуть провод. Хорошо, что он вообще снимается, согласитесь. Однако частая смена штатива может также повредить и провод, который, еще раз, не снимается. Капсюль у микрофона достаточно большой, что мне нравится, это то, что он записывает с большим уклоном от себя, не обязательно говорить в него. И я был просто в шоке, когда заметил это после микрофона Rode NT USB. Для того, чтобы его установить на стойку, нужен будет паук. Снова пропихиваем кабель внутрь, стараемся его не повредить и сажаем в него микрофон. Вот так мы и будем тестировать этот микрофон на запись. Посмотрите, как эта малютка смотрится на стойке. Так как нет поп-фильтра, я буду использовать стандартный с двумя вставками. А на тесте проверим с ним и без него. Ну а я напоминаю вам, что нужные тайм-коды есть в описании. Подключение USB микрофона, как бы это странно ни звучало, через USB порт. Сам микрофон работает на USB 2.0 и, кстати, проблем у него с совместимостью USB 3.0 нет. Именно к нему я и подключаю. К сожалению, у Fifine нет фирменного ПО, но есть очень полезная крутилка Gain, это еще раз регулятор громкости. Из-за отсутствия фирменного ПО приходится скачивать сторонние или же пользоваться плагинами в OBS на стримах, чтобы убрать все шумы. Но тут сказать, что это минус, не повернется язык, ведь цена для такого микрофона очень интересная. Но, кстати, скажу я вам так, что шум он и сам хорошо убирает. Запись на 85%, гейн выкручен приблизительно на 80%, расстояние к микрофону, на котором я сейчас говорю, 15 сантиметров. Теперь, чтобы вы оценили, насколько можно поворачивать голову и услышали качество записи, я сейчас повернул голову налево, а теперь поворачиваю направо. Не изменилось, да? А теперь пару строк шепотом, чтобы вы оценили качество записи. Теперь то же самое, но только с поп-фильтром. Сейчас стоит 85%, а гейн 80%, расстояние 15 сантиметров. Сейчас я поворачиваю голову налево, а сейчас поворачиваю направо. И пару строк шепотом. Тот же самый тест, только с расстояния 30 сантиметров. Сейчас я поворачиваю голову налево, а теперь поворачиваю направо. И, соответственно, пару строк шепотом. Слышно еще. Повторим запись, но теперь с поп-фильтром. Я сейчас говорю с расстояния 30 сантиметров.
Поворачиваю голову налево, а теперь направо. А также говорю шепотом, чтобы вы до сих пор оценили качество звука этого микрофона. Теперь крайне необычный тест. Сейчас я говорю с расстояния 60 сантиметров в этот микрофон. Поворачиваю голову налево, а теперь и направо. И попробую записать голосом. Представляете? Ой, я сейчас сказал громко. Представляете, 60 сантиметров, и я говорю шепотом. Я не знаю, что он там запишет. Возвращаем фильтр на место и попробуем записать с поп-фильтром. Сейчас я говорю также с расстояния 60 сантиметров, поворачиваю голову свою налево и теперь направо. Для тех, кто не знает, когда вы ставите поп-фильтр, то некоторые звуки все-таки он искажает. Говорю теперь шепотом через поп-фильтр на расстоянии в 60 сантиметрах. Теперь наш тест переходит к тому, что мы пишем на 85% общей громкости и гейн на самом микрофоне 100%. Сейчас я поворачиваю голову налево, а теперь направо и говорю шепотом. Как меня слышно? Прием. Повторим нашу ситуацию с поп-фильтром. Теперь я говорю налево, а теперь направо. Теперь поговорю шепотом. Ну как? Как тебе качество звука в таком режиме? Перемещаемся на 30 сантиметров назад. Ну как? Теперь меня громче слышен, чем в тот раз, или нет? Поговорим налево, а теперь и направо. Когда я так говорю, я реально поворачиваю голову направо и до сих пор ее там держу. А теперь говорю шепотом. Как? Слышно, нет? 30 сантиметров с поп-фильтром. Конечно, поп-фильтр не так уж много что-то меняет. Сейчас я повернул голову налево. Но, тем не менее, я так понял, что поворачиваю голову направо, что он немножечко вроде и защищает от шипящих звуков и от попадания воздуха. Сейчас я говорю шепотом, чтобы вы меня до сих пор услышали. Теперь при такой настройке микрофона я говорю без поп-фильтра на расстоянии в 60 сантиметров. Я поворачиваю голову налево и также поворачиваю голову направо. Причем я не очень сильно ору, а теперь я говорю вообще шепотом, реально просто шепотом, ребята, 60 сантиметров. Ну и точно такая же запись, только с поп-фильтром. Я поворачиваю голову налево, а теперь направо. И проверяем качество шепота. Кстати, мы не пробовали шепотом повернуть голову налево. А я сейчас повернул, а теперь поворачиваю направо. Ну как? Слышно? Алло. Чтобы вы не оглохли, сделайте потише. Теперь будет, наверное, такой неприятный звук, потому что я выкрутил все на 100, гейн и общую громкость микрофона и говорю в 15 сантиметров, без поп-фильтра. Поворачиваю голову налево, а теперь голову направо. Как вы видите, если меняется шкала записи, значит звук исчезает, но здесь, походу, он не меняется. Я сейчас говорю направо, а теперь говорю шепотом, и как он вообще воспринимает этот звук. Теперь то же самое, но с поп-фильтром, не знаю, изменится или нет. Говорю налево, а теперь говорю направо. И парочку слов шепотом. Убираем поп-фильтр и переходим на расстояние 30 сантиметров. Сейчас я повернул голову налево, а сейчас голову направо. Я прослушал некоторые записи и вообще не меняется, если честно. Только когда мы говорим сблизи. Издалека вообще не меняется. Пару слов шепотом на такой громкости, чтобы вы оценили. Устанавливаем поп-фильтр и говорим теперь в него. Повернул голову налево, теперь голову направо. И, наверное, там просто очень сильно идут шумы, потому что он записывает все. Сейчас я говорю шепотом, чтобы вы также оценили качество звука. 60 сантиметров при соточке и там соточке. Я говорю сейчас ровно, сейчас говорю налево, а сейчас направо. И парочку слов шепотом. Устанавливаем поп-фильтр и говорим теперь в него. Поворачиваю голову налево, а теперь направо. И говорю просто прямо сейчас. Говорю шепотом, чтобы вы оценили качество данного микрофона. Ну а теперь посмотрим, как микрофон себя поведет в озвучке. И да, запомните, участники должны исполнять только одну и ту же песню в своей группе на протяжении всего конкурса. Никаких изменений, замен и обмана. И никаких, сука, взяток. Первыми на сцену выходит Rainbow High, а представит их милый ассистент. И да, запомните, участники должны исполнять только одну и ту же песню в своей группе на протяжении всего конкурса. Никаких изменений, замен и обмана. И никаких, сука, взяток. Первыми на сцену выходит Rainbow High,
А представит их милый ассистент. На самом деле, для тех, кто сейчас пришел именно тестить этот микрофон, покупать или нет, ребят, однозначно это стоит покупать, если вы смотрите в его сторону. Сейчас я говорю без обработки на громкости в Windows 85, а на самом микрофоне гейн где-то приблизительно 80. Не до конца там ушло. Говорю через поп-фильтр, но даже если без него мы на тестах посмотрим, я могу просто повернуться налево, сейчас я говорю налево, сейчас повернуться направо, а теперь и вообще 360 я отвернулся. И знаете, мне кажется, это очень достойный вариант за такие деньги. На нем хорошо проводить стримы, хорошо играть, где не нужно говорить ровно в микрофон. Вы можете отвернуться в игру, например, если у вас он стоит сбоку, и вас все равно будут слышать точно так же. Также хочу попробовать вам показать, как работает гейн в реальном времени. Сейчас я взял микрофон и попробую покрутить. Причем я сейчас говорю без разницы что, я его кручу. Если у вас падает громкость или растет, вы это тоже слышите. Вот я его покрутил, и он работает. Вот и все, ребята, вы все слышали сами и можете уже решить для себя. Мое мнение такое, за такую цену это отличный и даже лучший микрофон. Подписывайтесь на канал и группу ВК. Всем пока!